Зачем нам тротуары, когда можно сделать велодорожки, правда ведь? Зачем нам тротуары? Мы же ногами не пользуемся, правда? Нахрена они нам нужны? Есть большой вопрос касательно адекватности людей, которые это сделали. Получается, что это выезд на пешеходный переход. Понимаете? Вот само слово пешеходный переход, он как бы намекает пешеход, переход. То есть вы идете пешим ходом и переходите, не переезжаете. Но вот какой-то гений решил, что можно выезд с велодорожки сделать на проезжую часть, вот именно на пешеходный переход. Я уже жаловалась, что у нас забрали наши тропинки, вот по которой тропинки, тротуары, по которым мы ходили много лет и ходили несколько поколений. И вот еще один пример. Так мало того, что забрали тротуар, по которому мы ходили много лет и несколько поколений, ну да, нам там оставили справа чуть-чуть, ну и опять будут возмущаться, а почему вы по нашим велодорожкам ходите? А потому что нам больше негде ходить. Да, нам там оставили кусочек справа, извините, а почему мы вообще должны идти по этой дуге? Ну, то есть я не понимаю, почему создают такие условия для пешеходов, что мы ходили десятилетиями по прямой, а сейчас мы должны идти по дуге, обходя велодорожку, для того, чтобы с одного перехода пройти немножко по асфальту и перейти на другой переход. То есть раньше мы ходили вдоль газона, и это был короткий путь. А теперь вдоль газона сделали велодорожку. То есть короткий путь остался, но теперь он для самокатов и велосипедов. А пешеходы должны идти по широкой дуге к следующему пешеходному переходу. Может быть, люди, которые это проектировали, ненавидят пешеходов, но ведь мы все пешеходы. Человек рождается с ногами. Нам нужно пользоваться ногами, чтобы поддерживать свое физическое и психологическое здоровье. И почему люди, которые проектируют подобное, этого не понимают? Или они понимают, но специально это делают? Если раньше мы шли и не оглядывались, то есть мы могли нам приходилось, конечно, оглядываться при переходе автомобильной дороги, то сейчас приходится оглядываться, приходится по сторонам смотреть, когда ты переходишь велодорожку тоже. Потому что вот тебе нужно попасть, например, к этому сооружению. А ты не можешь вот взять и просто не оглядываясь пройти, потому что здесь проходит велодорожка. И ты когда идешь туда, тебе желательно посмотреть по сторонам, потому что у них есть полное право там ездить. А ты вот такой пойдешь умный, такой весь красивый, как раньше, ну типа это же пешеходная зона. Я пойду, вот я вот здесь ходил десятилетиями, и я здесь пойду вот как обычно ходил. Нет, уже так не получится. Уже надо оглядываться, посмотреть по сторонам, не едет ли там кто. А вот ты такой идешь, раз и споткнулся, и все. А человек сзади уже едет там, они же с не маленькой скоростью ездят, да? Ну, то есть успеет он затормозить или там свернуть куда-то, хорошо, если людей не будет там, куда он свернет. Ну вот нет у тебя права споткнуться, потому что ты споткнешься, да? А там человек сзади тебя уже построил траекторию с учетом предыдущего твоего всего движения. И все, и будет столкновение. То есть надо вот идти всегда четко, ровно, а если хочешь сменить траекторию на тротуаре, надо оглядеться. А не летит ли там кто-нибудь сзади, кто считает, что ты продолжишь вот так же ровно идти, а ты вдруг раз и об кочку какую-нибудь споткнешься. Главное, я вообще не обвиняю ни самокатчиков, ни велосипедистов в этом. Они ведут себя так, как им позволяет государство. Вот государство позволило так себя вести, вот они и делают столько, сколько позволено. Ну, не все, там какая-то часть, но тем не менее, это же государство им разрешило. И когда государство строит велодорожку на том месте, где у нас десятилетиями был тротуар, из-за чего пешеходная дорожка отодвигается и проходит теперь по широкой дуге, вот как бы это еще одно доказательство того, что всю эту ситуацию создает именно государство. Я допускаю, что какая-то часть населения, наверное, хотела, чтобы было так. Но это же утверждала администрация, утверждали люди, у которых есть жизненный опыт, которые должны думать на несколько шагов вперед. Вот вы утверждаете проект, и вам не приходит в голову мысль, а как будут ходить пешеходы, как будут ходить родители с детьми, как будут ходить пожилые люди, как вообще люди будут ходить, которые привыкли, что здесь пешеходная дорожка. Вот эта мысль в голову не пришла, прежде чем утверждать этот проект.